Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Сегодня я приехала на платник, который находится в Минской области, в Пуховическом районе, для того, чтобы половить карпа с ночевкой. И это будет открытие сезона. На крупного карпа я очень редко выбираюсь, хоть у нас и достаточно много хороших водоемов для этого. Но в прошлые годы я больше посвящала ловле на бесплатных водоемах. На платнике Ковалевича я была зимой несколько раз и несколько раз осенью. Я выбиралась сюда на хищника, здесь зарыбляют щуку, которую довольно-таки успешно ловят. Вот. Сейчас я нахожусь в крайней левой стороне водоема. Водоем небольшой, но он достаточно длинный. И здесь всего 28 секторов, все находятся с одной стороны. С обратной стороны секторов здесь нет. По всей береговой линии находятся понтончики, как вы видите. Есть скамеечки, есть кострища. В общем, все оборудовано на КПП. Можно взять, если я не ошибаюсь, дрова. Также могут обеспечить снастями при необходимости. Зимой, если я не ошибаюсь, арендовали даже ледобуры и продавали здесь и живца. Были и жерлицы здесь у хозяев. Короче, можно было приехать налегке и половить рыбу, не имея при этом ничего. Понимаете? Ничего, ни копейки за душой, да дорога дальняя. Над обрывом был туман, кони ход прибавили. Я обмахнул сейчас кофейку, если бы не поставили. На карповой рыбалке, на такой шок-лидер делают из плетенки. Если вы не знаете почему, я вам расскажу. Карп крупный довольно часто берет возле травы. Возле берега он начинает утягивать в камышовую линию или в траву, или там, где он клюет, начинает утягивать. И если у вас леска, то она имеет фактор стяжения, она может легко перетереться. Плетенка, в свою очередь, очень удобный материал, которым легко протягивать через различную растительность. Поэтому карпятники чаще всего в качестве шок-лидера используют именно плетеную леску, а в качестве основной лески используют простую леску. Сколько я смогу далеко бросить. Карп рыба терпелолюбивая. Нужно отталкиваться от того, что меньше всего глубина в данном месте, естественно, будет возле камышей. Соответственно, такая рыба, как карп, она, скорее всего, будет идти к камышовой линии для того, чтобы кормиться, искать там еду, прятаться и, соответственно, греться.
Значит, первое, что я сделаю, это привяжусь к камышам. Pedras velhas que são casas para quem quiser passar. Onde a vida, onde há brilho, com certeza é no mar. Pedras velhas. В 28-м секторе довольно-таки просторная поляна. Дальше пока туда секторов нет, но возможно будут. Вот идет следующий сектор здесь, и вот идут дальше. Туда сектора. По всей территории платника находится видеонаблюдение, поэтому стырить рыбу не получится. Чуть-чуть вот так вот. Выкладываем вот таким образом. Сверху засыпаю прикормочкой. Здесь у меня даже не флет, отмет, никакие не миксы. Обычная РСовская прикормка, состоящая из двух прикормок. Это Carp Flat Method и Carp XXL. Так. Зажимаю. Я, кстати, не проверила, как она получилась по консистенции. Но, по-моему, ничего такая. Давайте надену один попапчик желтого цвета. На него вот такой. И подрежу его исключительно вот по краешку. Вот так. Сделаю похожим на кукурузку чуть-чуть. Не свежие прошлогодние бойлы. Проделала отверстие. Засовываю иголочку. Дальше продеваю попапчик на волосок. И следующее, что мне нужно, это зафиксировать бойлик. Два удилища установлены, ребят. Но это так еще пока. Экспериментальный вариант на активную рыбу. Да, Рамс? Вроде рыбка гуляет, скажи, друган. Вот. Но это подергивает, скорее всего, может там какая-то мелочь или что пытается. Мой корм будет состоять не только из прикормки ИРС, которая является непосредственно пылящей сыпухой, которая будет привлекать мелочь, соответственно, затем будет привлекать крупную рыбу. Но и будет состоять из крупной фракции, в которые будут входить бойлы. Бойлы разных размеров, крушеные и не крушеные. Один из таких производителей, которых я выбрала в этот раз, чтобы использовать на рыбалке, является Carp Today. Вот эти бойлы, они идут с запахом перчика. Вот эти, это мультифрукт. Скоро мы поставим шатер, в котором ты сможешь отдыхать. Ты в курсе? Палатку поставим, баню поставим и будем отдыхать. Рыбка выплескивается, ребят. Я продолжаю делать корм. Добавляю сюда вот еще кукурузы. Пахнет неплохично. Заливаем
Я думала, будет сейчас кислятиной пахнуть, а оно пахнет прикольненько. Ну, получается вот такая вот вкусняшка на карпа. Но ловить я хочу на классическую карповую оснастку, которая состоит из вот такого вот литкора. На конце у меня идет быстро съем, или как он называется. И это у меня называется безопасная клипса. Грузик 99 грамм. Это грузик, которым я бросала изначально. Флетовые кормушки весят по 40, по 50 грамм, поэтому добросить до точки было довольно-таки тяжело. Я почти в клипсу выбрасывала, но уверена, что с вот таким вот грузом у меня выбрасывать получится намного лучше. Я надеваю груз элементарно вот сюда. И следующее, что мне остается сделать, это всего лишь надеть поводок. Поводок можно использовать готовый, который продается в магазине, можно использовать тот, который сделал сам. И вот здесь вот видите, есть такая специальная штука, которая идет на поводке. Мы и закрываем. Итого, ребят, получился вот такой вот красивый карповый монтаж. Груз у нас свободно ходит по литкору. Вот, и висит вот такой вот поводочек. Цепляю вот эту вот штуку. Это такая специальная кормушка, которая, когда ударяется об воду, она открывается. Попутно, зная, что в принципе очень долго можно ждать поклевки карпа крупного, особенно на бойлы, я буду пробовать ловить на удочку из камыша. Тем более, что я вижу, что рыбка здесь ходит. Вот так вот выглядит мое рыболовное место, понтон. Довольно широкий, в принципе, можно было бы еще забросить несколько карповых снастей, но я не хочу. Вот, у меня всего 2 карповых удилища и 1 поплавочная удочка. На поплавочную удочку я закормилась, на удилище я закормилась. Будем смотреть, как и что. Если что-то будет идти не так, будем менять что-то. Лещи есть, обрабатываю территорию, где буду ставить палатку, потому что они 100% поползут в нее, когда я ее поставлю. Хоть в ней есть пол, уже пройденный этап, я точно знаю, что они полезут.
Есть, ребятки, есть какая-то рыбка небольшая, красноперушка. Смотрите, какая хорошенькая. Оп. На кукурузишну, на поплавочек. Красивая поклевочка была. О, смотрите, какого она цвета прекрасного. Так. Поклевочкой. Ребят, красота. Еще одна красноперища. Гляньте, какая хорошенькая. Слушайте, ну красивая поклевка была вообще. Огонь. Очередная вот такая вот красноперышка, которая клюнула на 2 кукурузы. Красота. Выпускаем. Ребят, казалось бы, да? Казалось... О, смотрите, это что? Это плотвичка совсем меленькая. Смотрите, как объела всю кукурузу. Обалдеть, ребят. Прям выела ее, видите? Время кофе. Очередная, ребятки, красноперка попалась. Обратите внимание, что она погрызенная и рот широкий такой. Здесь и здесь укусана. Наверное, щука килограмма, может, на 2 ее пыталась взять. О, такая красота. Смотрите. Согласна, очень вкусно пахнет. Ребята и девчонки, у меня новые сумочки. Смотрите, вот здесь вот я храню газовые баллоны. Плюс у меня здесь спичечки лежат, всякие причиндалы нужные. Аптечка. Эта сумка вкладывается в большую сумку. Можно использовать большую сумку отдельно. Здесь в сумочке у меня лежат светодиодные фонари различные. Еще одна сумочка, в которой лежат банные принадлежности. Ребят, очень удобно, когда все лежит в одном месте, когда все вот так вот собрано, аккуратненько. Ты знаешь, когда, что, где и как. Вот, и все это застегивается. Здесь так вот сборочка собирается. И такие сумочки делает компания След. Ой, ребятки, ну вот такую вот рыбу. Одно удовольствие на поплавок тягать. Наконец-то хоть она клюет. Слушайте, не брезгует 2 кукурузами. О.
ребятки. Что-то крупное. Фу, ребятки. Что-то крупное взяла, ребят. Карпуша, ребят. Подсак-то не сложен. Ё-моё, какой хорошенький. Сопротивляется пипец, ребят. Хороший, ребятки, хороший мальчик, хороший. Красавец. Зеркальный. Есть, ребятки. Есть. О, зеркалочка вот такая вот, молоденький. Вы таки кого-то уговорили? Да, на поплавок, на кукурузу. Ну что, ребята, наконец-то уговорила первого на поплавок зеркального вот такого вот карпушу на кукурузу. На маленький совсем крючок, прикиньте. И они решили немножко вот тут вечером кукурузки-то Ага. подсесть. Давай, друган, иди. Осторожно, тихо, спокойно. Да, все, я не шевелюсь, я поняла. Опа, давай, дружище. Пошел. Продолжаю наблюдать за поклевками. Первый вечер. И я готовлю вкусный ужин в Казани. Заливаю маслом. Лук снова не взяла. И немножко туда-сюда. По стеночкам, чтобы это все дело не пригорело. Еще одна красивая вечерняя рыба, ребят, на поплавок. И это у нас отличная красноперышка. Смотрите, какая красавица. Ой, мать, ты заглотила. Ой, мать, ты заглотила. Ё-моё. Еще одна, ребятка. Опа. Красотулька. И последнее, что добавляется, это томат сверху. Он придает такую как кислиночку всему блюду. Осталось только казанчик накрыть крышкой и поставить на огонь. Костра пока нет. Поставлю на пустую газовую плиту. Почему нет?
Ребят, уже практически стемнело. Это реальная возможность проверить мой новый фонарик. Зацените, ребят. Флуоресцентная леска. Видите, она светится в темноте. Можно подсвечивать. Иногда, когда клюет амур, очень плохо его видно поклевку. Поклевку можно увидеть только по движению лески. Зацените. Опа. И кусочек утки. Вкусно. Дело в том, что до этого я покупала утку в магазине. Получается, одна утка стоила где-то рублей, наверное, 40. Да. Поехала на Жигановича. Там такая же утка, маринованная в соевом соусе. 10 рублей за килограмм. 20 рублей утка. Очень вкусно. Овощи. Помидорчики, все как обычно. Такая, ребят, здесь солидная плотва стоит на той точке, на которой я ловлю. Плотва, ребят, вся шершавая, значит, еще не было в нереста. Мы тут уже карпа ловим. Вода холодная, ёпсель-матрёпсель. Вода холодная. Хорошо, что на удочку получается хоть что-то ловить. Ну, это уже красноперка. О, а это уже местная, ребят, красноперка. На кукурузку. Раз. Покушал вроде. Сейчас. О, такая красота. Отпускаем ее рамку. Не знаю, ты всегда рыбок всех жалеет.
Да, друзья и подруги, поклевку карпа, конечно, можно ждать очень долго, но что такое по-настоящему долго, знает только нож Финка НКВД образца 1934 года. Нож пришел в оригинальной деревянной коробке, и бонусом является то, что в его комплект входят ножны из натуральной телячьей кожи, которые застегиваются на кнопку, и при этом их можно разместить на ремень. Естественно, на нож есть сертификат соответствия, и он не является холодным оружием. Рукоять ножа сделана из натурального дерева. Она приятная на ощупь. Комплект поставки включает масло для ее обработки. Рукоять нереально приятная на ощупь, абсолютно гладкая, без шершавостей. Сразу видно, что она заполирована. Интересным аспектом является то, что на нож распространяется гарантия производителя 10 лет. Я считаю, что в любом деле важен, несомненно, опыт. Я могу вам сказать, что производством таких ножей и других ножей, размещенных на сайте Bark, занимается кузнец из России. Занимается он этим делом более 20 лет. Прикольно, что при поставке нож был завернут в газету, в которой есть интересные факты, а также технические характеристики самого ножа. И много всего интересного, с чем можно ознакомиться и почитать. Интересно то, что в советские времена вы бы вряд ли владели таким ножом, потому что он вручался только за определенные заслуги. Когда использовался по назначению, то рукоять у него была не из дерева, а пластмассовая, что удешевляло его производство и делало его более масштабным, чем сейчас. Сейчас же это ручная работа, красивая, приятная в использовании, дерево и только лучшие материалы и сталь. Нож состоит из клинка и рукояти. Длина рукояти 123 мм, длина клинка 134 мм. Клинок стальной, с долом и пятой. Есть фирменная надпись производителя. Еще один крутой бонус кузнеца – это заточка в течение всего гарантийного срока. И она бесплатная. Ну что, я думаю, только осталось проверить крутость производителя, крутость этого финского ножа. Видите, нож от Bark, копия Финка НКВД 1934 года, образца, справился со всеми поставленными на себя задачами, придется по душе охотнику, туристу, рыболову и даже просто в хозяйстве. Поэтому, если вы хотите такой нож, либо другой любой нож с кузницей ручной работы, я оставлю ссылочку в описании, и лично от меня там будет действовать скидочка 5%. Продолжаю кормить, я продолжаю искать места ловли. Видите, это центральный, сейчас там стоит попапчик, поменяла крючки. В общем, я пытаюсь поймать рыбу, я пытаюсь поймать на удочку, я пытаюсь поймать на карповое удилище. Но даже на удочку сейчас, на кукурузу, из привычного для меня места не берет даже красноперка. Сегодня сразу спать не хочу идти, возможно, посижу немного у костра, а возможно, посижу в шатре. Не хочу идти в палатку там, где отопление и там, где раскладушки, потому
потому что я точно усну, а вот в шатре я смогу удобно вечером провести немного времени, почилить, может быть, почитать и последить издалека за уточкой. Первая поклевка на карповое удилище за все это время. Обалдеть. Первая поклевка была за все время. Видите, палатка абсолютно не крупногабаритная. Я надеюсь, что быстро разбирается. Поставляется в специальном чехле, сделанном из полиэстера. Для переноски есть специальные шлейки, которые соединяются между собой специальной ручкой на липучке. Смотрены несколько карабинов, которые ее сжимают. Ну и непосредственно чехол закрывается на молнию. К чехлу приделана инструкция по эксплуатации на нескольких языках. Английский, французский, не знаю, что за фи. Ну и, конечно же, русский. Палатка состоит из нескольких частей. Я вижу, что вот это вот тент с каркасом. А это у нас, скорее всего, люлька для ночевки. Первое, что мне сразу бросилось в глаза, это то, что все швы проклеены. Обратите на это внимание. Обычно именно по швам и замкам палатки протекают. Это вторая часть, это тент. Видно сразу, что довольно-таки много использовано противомоскитной сетки. Защищены москитной сеткой, поэтому ни одна кровососущая животина к вам не попадет. К нам тоже фиксируются окошки на такие вот пуговки и маленькие хлястики. В принципе, как и обычно бывает у всех шатров. Один сюда и второй сюда. На входе также защитная москитная сетка. Любую палатку лучше устанавливать на ровную поверхность, если таковая имеется. Если таковой нет, то приходится выбирать, что есть, так сказать. Получается, что у палатки 4 москитных сетки, 2 по сторонам большие, 1 на окне напротив двери и на самом входе. Палатку можно использовать как шатер, тогда она уже собрана, остается разместить только купол, который будет защищать от дождя, либо использовать как палатку для ночлега. Тут дополнительно есть спальное место внутри, которое вы предварительно разместив входом к двери, фиксируете к палатке. Фиксация осуществляется за карабины пластиковые внизу, всего их 4 штуки. И за вот такие вот пуговки. Все это дело натягивается. Но, естественно, ребят, и купол, и тент нужно растянуть. Для этого в комплекте идут колышки. На каркасе палатки есть растяжки, веревочки. Очень удобно, не надо дополнительно ничего покупать. В
сделали дверцу вместе с москитной сеткой, которую можно открыть отдельно при необходимости. В такой палатке можно разместиться с ночлегом, если есть матрацы. Можно поставить раскладушки, если сделать это поперек, а можно сделать кухню или обеденную комнату. При необходимости защиты от дождя можно установить сюда стулья и спокойно наблюдать за поклевками, наблюдать за водоемом, не боясь, что вы промокнете. Ну и последнее, что нам нужно защитить, это, конечно же, конструкцию нашего зонта. Для этого в комплекте идет вот такой вот купол, который фиксируется вот здесь вот за специальные, давайте называть это хлястиками. Поэтому мы, используя эти карабинчики, фиксируем. Вы скажете, друзья, для чего тебе, Юля, сейчас такая палатка? Я вам скажу, что мне необходим шатер, который довольно-таки быстро разбирается, потому что мой шатер Морж, да, он большой и удобный, но его довольно-таки долго нужно разбирать, и можно брать с собой на длинные выезды. В данном этапе у меня короткий выезд. Сегодня или завтра, кстати, обещают дождь, поэтому мне нужно спрятать вещи хозяйственно-бытового назначения. Мне нужно где-то проводить время, а проводить время там, где я сплю, я не хочу. Поэтому я буду использовать эту палатку-шатер. Тем более, что она полностью вентилируемая. И в ней есть москитные сетки, которые меня защитят от комаров, при необходимости защитят от оводов и других кровососущих. Моя лодка, на которой я в завозку повезу корм, который уже заранее приготовила. Вот он здесь стоит. Плюс добавлю в него еще обязательно бойлы разные. И здесь уже 3 карповых удилища. Левая крайняя в камыше близко-близко. Это здесь в камыше близко-близко, дальше от камышей. Это на точке, на которой закормлена. На удочку я ловила вот здесь. Но, походу, что даже за день начала подниматься трава. И то место, куда я забрасывала вчера, мне уже не дает спокойно ловить. Почему? Потому что постоянно следуют обрывы. Так вот выглядит сейчас моя поляна со стороны. И здесь, на заднем плане, у меня банька, в которую я наконец-то схожу, да, Рыжик? Ты прям в клещатник лег. Ты в курсе, дружище? Банька, ребятки. Банька, банечка. Опа. Фу, ребят. Отлично. Нифига себе. Ёпсель-матрёпсель. Фу, ребята. Горячо мне сегодня будет. Такая вот красота. И прикиньте, у меня новая шапка.
Ребятки, есть. Прям вот под берегом подошел. Ходит. Опа. Не могу его форсировать, потому что очень маленький крючок. Тонкий довольно-таки поводок. Да и что форсировать, блин. Вторая рыба за сутки. Ё-моё. Хочется немножко его... Ага. Дружище. Красота. Ребятки, ну. Я покажу сейчас. Я надеюсь. О, спасибо за подсак. Вчера брала голыми руками, ребят. Сегодня... Сегодня нет уж, спасибо. Но красота. Слушайте. Зеркалка. Вон я вижу. Нет, не зеркалка, обычный карпик. Не крупный, но это карп. Это карп, который взял на удочку, наконец-то. Ребятки, есть. На поплавок, пока я тут снимаю вечерние виды, взял вот такой вот карпушка. Ребят, если бы не поплавок, рыбы бы вообще не было. Вообще у меня бы не было бы рыбы, но поплавок меня выручает. Я понимаю, что это не крупный, ребят, но это открытие сезона, это не крупная рыба, и она взята на поплавок. Это вам не карпфишинг, это вам не карповое удилище, это на поплавок, это круть. Ребятушки, ну и давайте скажем ему пока. Попросим позвать бабушку, дедушку. Опа! Опача. Давай, друган, зови бабуля, дедулю, плыви, дорогой, живи. Красавец, пошел. Ну вот. Ребята, я знаю, что сейчас довольно-таки плохое разрешение, но в другом не позволяет вам снять и передать это. Ребята, это северное сияние, представляете, в Беларуси. Может, где-то сейчас здесь появится прям фотографии, чтобы вы увидели в лучшем качестве. Но это реальное северное, ребятки, сияние. И это пипец, я такое впервые в жизни вижу. Красивая, ребят, поклевка была. На фидер поклевывает сейчас довольно-таки неплохо. На опарыша с мотылем. Вот такая вот прекрасная плотва и красноперка. Поклевки, ребят, хорошие, такие не пропустите. Сейчас ловлю на 2 карповых удилища. У меня там стоят бойлы, ничего не клюет. За 2 суток вообще ничего не взяла.
я могу вам сказать, что удочка выручила. Именно на удочку, на кукурузу у меня попалось 2 карпа. Ну что, друзья, вот такое вот открытие карпового сезона получилось. Я хотела поймать крупника, но, увы, не вышло этого сделать. Я уверена, что впереди все лето, впереди много поездок, и я обязательно буду ловить трофеи. Если вам нравятся такие видео, я зато очень хорошо отдохну. Если вы тоже любите отдыхать на природе, как люблю я, если вы любите свежий воздух, рыбалочку, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!